Всем добрый день! Сегодня по вашим просьбам я вам покажу комплекс упражнений для подготовки к операции по протезированию коленного сустава. Цель данных упражнений будет состоять в том, чтобы сохранить и увеличить амплитуду движения коленного сустава. И также в данный комплекс включены упражнения на укрепление основных мышц, которые участвуют в работе коленного сустава. Каждое упражнение я покажу, и также каждое упражнение я прокомментирую, почему именно это упражнение и для чего оно служит. Первое упражнение, которое сохраняет и увеличивает амплитуду движения коленного сустава. Так как, напомню, чем лучше у вас колено будет сгибаться и разгибаться до операции, тем лучше и быстрее вы восстановите амплитуду движения вашего коленного сустава после операции. Итак, первое упражнение я рекомендую делать именно с полотенцем, так как, на мой взгляд, это более удобно. Берем полотенце и при помощи полотенца, лежа, либо сидя, мы начинаем сгибать коленный сустав. Как только вы чувствуете, что дальше вы не можете согнуть, мы делаем такое небольшое разгибание, небольшой упор в полотенце и снова сгибаем наш коленный сустав. Снова делаем небольшой упор в полотенце и снова сгибаем коленный сустав. Сделав так несколько раз, вы увидите, что за счет того, что мы делаем небольшое разгибание, то есть упор в полотенце, каждый раз мы можем немного больше согнуть коленный сустав. Второе упражнение на сохранение силы в прямой мышце бедра. Используем это же полотенце, подкладываем под голеностопный сустав и делаем разгибание коленного сустава. То есть вы как бы пытаетесь дотронуться коленом до пола, до коврика, до матраса. Держим 5 секунд и расслабляем. Разгибаем, напрягаем, что есть силы, нашу прямую мышцу бедра, держим 5 секунд и расслабляем. Следующее упражнение на мобилизацию надколенника либо коленной чашечки, так как напомню, что очень часто именно если коленная чашечка немного затвердевшая, то это снижает амплитуду движения в нашем коленном суставе. Подкладываем полотенце для того, чтобы совершать какие-то движения с коленной чашечкой. Всегда нужно, чтобы колено было в расслабленном состоянии. Итак, как мы движем нашу коленную чашечку? У нее 4 движения: справа налево и сверху вниз. То есть мы берем и вот такие движения совершаем справа налево. Вы почувствуете, прям как чашечка хорошо движется. Либо, если у вас она, как сказать, затвердевшая, то вы это тоже сразу почувствуете. 5-6 раз. И то же самое движение мы совершаем сверху вниз. Также почувствуйте, как чашечка, она так плавно движется сверху вниз. Тоже 5-6 раз. Следующее упражнение на укрепление основных мышц, которые участвуют в сгибании и разгибании коленного сустава. Как вы сможете заметить, основные упражнения для укрепления мышц я даю именно в положении лежа, так как, чтобы не давать дополнительную нагрузку на коленные суставы. Если они у вас уже болят, и если вы плюс еще будете выполнять упражнения стоя, то это только будет увеличивать боль в коленных суставах. Поэтому желательно упражнение выполнять либо лежа, либо сидя. Итак, следующее упражнение в положении лежа с эластичной лентой. Мы делаем вот такое движение, то есть разворот колен наружу, держим 5 секунд и возвращаем.
разворот колен наружу, держим 5 секунд и возвращаемся. Следующее упражнение – упражнение на укрепление внутренних мышц коленного сустава. То есть внешние мышцы мы укрепляем при помощи эластичной лентой, внутренние мышцы мы можем укрепить только при помощи мяча. Если вы знаете другой способ, напишите мне в комментариях. Мяч между колен, сидя, либо лежа. Мы начинаем сдавливать мяч вовнутрь. Держим 5 секунд и расслабляем. Сжимаем мяч со всей силы. Держим всегда 5 секунд. Расслабляем. Следующее упражнение – упражнение на укрепление ягодичных мышц. Упражнение называется мостик, то есть это поднятие ягодичных мышц. Зажимаем ягодичные мышцы. Держим 3-4-5 секунд. Возвращаемся. Если вам тяжело выполнять данное упражнение, то этап перед этим упражнением – это просто зажатие ягодичных мышц в положении лежа. Следующее упражнение – упражнение на укрепление средней ягодичной мышцы. Это единственное упражнение, которое укрепляет данную мышцу. И данное упражнение в идеале всегда должно присутствовать в вашей программе реабилитации. Особенно данное упражнение полезно для людей, которые любят много ходить, так как именно средняя ягодичная мышца, она держит наше тело в походке в правильном состоянии, то есть она стабилизирует нашу походку. То есть это такой небольшой разворот к наружу, держим 5 секунд и возвращаемся. Здесь очень важно, я бы хотела отметить, наиболее частая ошибка – это когда человек начинает заваливаться назад. Это неправильно, вы компенсируете движение. Упражнение, вот, спина ровная, открытие колена буквально, я не знаю, на 30 градусов. То есть это небольшое, такое маленькое движение к наружу. И возвращаемся. Снова разворачиваем. Возвращаемся. Следующее упражнение – упражнение сидя на укрепление четырехглавой мышцы бедра, либо прямой мышцы бедра. Делаем разгибание с эластичной лентой. Держим 4-5 секунд и возвращаемся. Также данное упражнение, если вам больно, некомфортно выполнять с эластичной лентой, то вы можете выполнять это же упражнение без эластичной ленты. И обязательно в вашей программе реабилитации, вернее, в вашей программе подготовки к протезированию коленного сустава должна присутствовать растяжка. Я вам дам несколько вариантов растяжек. Первая растяжка – это моя любимая растяжка. Вы на крае стула, пятка на полу. Пальцы ног к себе. Мы начинаем сгибать корпус нашего тела. Как только вы почувствуете, что у вас тянется вот здесь позади колена, внизу, останавливаетесь. Держите 30 секунд. Старайтесь полностью расслабить ногу. 30 секунд, возвращаетесь. Параметры 3 раза 30 секунд. И также второй вариант растяжки с помощью полотенца, пятка на полу. То есть вы тянете пальцы ног, стопу к себе. Как только вы чувствуете, что у вас начинает вот здесь тянуть, полностью расслабляете ногу и снова держите 30 секунд. Параметры те же самые, 3 раза 30 секунд. И последнее упражнение, это будет единственное упражнение, которое я вам посоветую в положении стоя. Это будет упражнение на укрепление икроножных мышц, так как, напомню, икроножные мышцы, они у нас участвуют в движении сгибания колена,
Да, то есть у нас две группы мышц. Это вот здесь бедренная мышца, которая позади бедра, и икроножные мышцы, которые у нас вот здесь внизу. Они идут так крест-накрест под коленом. Поэтому не стоит забывать об икроножных мышцах на пальцах ног. То есть мы поднимаемся, держимся 5 секунд, возвращаемся. Также вариация данного упражнения. Если вам легко выполнять данное упражнение, то вы можете выполнять данное упражнение на одной ноге. То есть поднимаемся, держим, возвращаемся. Если на двух ногах, то параметры это 20 раз. Если на одной ноге, то это 10 раз для каждой ноги. Я очень надеюсь, что данные упражнения покажутся вам интересными, что вы будете выполнять их в период вашей подготовки к операции по протезированию. Я желаю вам хорошего настроения. Всем пока, до следующих видео.